Так, всем привет. Я... Ой. Ой-ой-ой-ой. Всем добрый вечер. Это так странно, когда сидишь такой весь в гаджетах. Я сейчас запущу прямой эфир еще и в Инстаграм, но они не будут видеть саму трансляцию, будут там жестоко страдать все. Вот. Поехали. Я не пойму только, мы запустились или нет. Что-то я не пойму. Юрий, дайте мне как-нибудь знать, мы вообще в эфире. Привет. О, тут уже кто-то есть в Инстаграм. Меня все слышно, видно хорошо, да? Потому что я сегодня тут одна. У меня со мной только Святой Дух Юрия. И я не очень пойму, я вообще в эфире или нет. И я тогда начинаю, да? Дайте мне, Кристина, вот вы есть у меня тут в YouTube. Дайте мне обратную связь. Меня слышно хорошо, видно хорошо, да? И мы начинаем вещать. Правильно? Черт побери. Супер слышно, супер видно. Все, супер. Так, а видно мою женщину с чудесными бровями? Вот она поехала. Смотрите, я сразу начинаю, не буду ждать всех присоединились, не присоединились. Сразу для тех, кто будет смотреть меня в Инстаграм, мучайтесь, потому что вся информация будет на самом деле на закрытой трансляции в YouTube. Я на вас даже смотреть, если честно, не буду. Вы, наверное, обидитесь, но вот такие пирожки. Отвечать я буду всем, кто смотрит меня в YouTube-канале. Говорить я буду, как работать правильно нашими пигментами. Тема у нас сегодня сухая возрастная кожа. Так, она тут головой вертит, пока я болтаю. Сейчас я верну назад. Сухая возрастная кожа – одна из самых сложных для работы вообще, в принципе, в любой технике, особенно в волосковой, потому что она сухая, потому что она тонкая. Как отличить? Сразу скажу, толстая кожа, это обычно, во-первых, она, когда защипываешься, она такая толстая складка получается, во-вторых, обычно она прям плотная, нету мелких морщин, много пор расширенных часто бывает, ну, то есть она такая жирная, сальная, она просто другая. А сухая кожа, особенно возрастная, она тоненькая, она как пергамент. Вот у меня, в принципе, ближе, наверное, к сухой коже. И у меня вот, когда защипываешь, просто вот здесь на виске, у меня такое ощущение, у меня тут вена проходит. И мастера, когда со мной работают, они говорят, я боюсь работать, сейчас у тебя там хлынет кровь просто. Настолько тонкая кожа вот здесь у меня на висках. И часто заглубляются на мне именно потому, что вот у меня такая сложная кожа. Смотрите, сразу наша прекрасная женщина с чудовищными бровями, да, я специально сняла это видео, чтобы вы посмотрели, как было, как она обычно рисовала, я ее выловила, это наша дальняя родственница, ее выловить на коррекцию мне так и не удалось. Своих бровей практически нету, много веснушек, которые она постоянно запудривает. Веснушки, это не значит, как бы, ну, считается, что эта кожа всегда такая холодная. Ну, в принципе, наверное, именно потому, что почти всегда на тонкой коже веснушки. Я, честно говоря, не видела на толстой коже веснушек. Я так много говорю, что тут она головой опять увертела уже дальше, пока я это не озвучила. Кожа смуглая, глаза черные, макияж всегда яркий. То есть перед тем, как вы начинаете работать, вы должны вашего клиента, во-первых, узнать, чего он хочет, какой яркости он хочет. В связи с этим вы выбираете пигмент. То есть можно на ней было работать теплым русым цветом. Всегда теплый выбираем на волоски, потому что это техника волосковая, не потому что мы на ней работаем глубже, а потому что техника волосковая подразумевает, что единичкой иглой вы можете с большей вероятностью заглубиться. Поэтому желательно всегда брать теплые цвета. В нашей палитре это теплый русый, теплый каштан, теплый брюнет, шатен, если перед вами рыжий, допустим, клиент. Так вот, на ней конкретно я могла бы работать практически всеми цветами. Я взяла брюнет, потому что она... Во-первых, черноглазая, во-вторых, очень ярко красится. То есть ей нужен был яркий макияж, всегда тональный крем, всегда яркие губы. И, ну, вот привык человек таким себя выглядеть. На мой вкус я бы сделала ей брови понежнее. Либо каштан, либо даже теплый русый. То есть этими всеми цветами на ней бы можно было бы работать. Но выбрала я брюнет, потому что ее пожелание было такая, как бы, почти декоративная яркость. Но в сравнении с тем, что было, вы смотрите, да, на ее вот этот вот эскиз бровей, который она рисовала. Причем они у нее всегда на разных местах были. Короче, это ее проблема. Всю жизнь бровей не было, и всю жизнь она их вот так рисовала. Я подозреваю, что
все, что я ей нарисовала, было бы лучше, чем ее эскиз, и она была бы всем довольна. Я, конечно, спустя время смотрю, всегда думаю, надо было хвосты подлиннее, там еще ярче, но я думаю, что я выловлю ее на коррекцию, особенно вот скоро у нас откроется наша студия, не то чтобы наша студия, а мой кабинет, в котором я буду снимать много для вас видео, и наш цех, и наша лаборатория по пигментам, по производству пигментов в Краснодаре. У нас сейчас идет активный ремонт, уже прям вот вообще прям завершающая конечная стадия. Я кронштейны сегодня подготовила, чтобы крепить их в том месте, где у меня будет кушетка. И я обязательно ее выловлю, покажу и сделаю, сниму ее более качественно, потому что она мне прислала, конечно, зажившие фотографии, но там как положено, на мыльницу, на какую-то снятое. Так вот, всем видно, слышно отлично, хорошо. По пигментам. Конечно, я делаю столько бесплатного видео для вас, потому что я должна научить вас работать нашими пигментами. Вот вы видите, у нас тут вот стоит сет. Вазелин мы не продаем, он просто у меня тут лежит. Наши пигменты, я считаю, реально одними, наверное, для меня это самые лучшие пигменты, потому что я перебрала огромное количество пигментов всевозможных фирм. Я очень много экспериментировала, и вот эти пигменты, так сказать, выстраданные за многие годы, мои пожелания в них оформились, я их воплотила, и вот мы уже долгое время их продаем. И теперь мы пришли к выводу, что мы должны всех их научить, всех вас научить ими бесплатно работать. И вот поехали. Кстати, да, мы раздали уже бесплатно онлайн-уроки всевозможные, и теперь я буду каждую неделю выходить вот с такими трансляциями, и я подозреваю, что вот все те, кто сейчас смотрят меня в Инстаграме, простите, извините, но самое интересное все на Ютубе, куда вы не попадете, потому что вас нет в нашей базе. Если вас нет в нашей базе, пожалуйста, оборвите поддержку, там, пишите ей, не мне, не присылайте свои электронные адреса мне, потому что это нужно сделать поддержки, чтобы они вас внесли в нашу базу, и вы тоже каждую неделю со мной были вот на таких вебинарах, где я учу, как правильно работать. И будут у меня вебинары на все зоны, на все техники, на все виды кож, куча идей у меня всяких интересных, классных, которые я воплощу в видеоуроки, и вот таким образом в вебинарах вам их все расскажу. Ну все, давайте на нее смотреть. Вот в первую очередь, что мы делаем? Для вашего портфолио вот это преображение, когда вот к вам клиент приходит вот с таким нечтом, да, страшным, кошмарным, который не украшает однозначно, даже как-то на клоуна похожим делает женщину с хорошими чертами лица. Вы должны обязательно сфотографировать и снять для того, чтобы, знаете, все любят смотреть преображение в вашем инстаграме, чтобы было до и после, и чтобы все видели, какой вы классный мастер и как вы изменили лицо в лучшую сторону. Поехали дальше. Каких типов бывают эскизы? Я тоже уже это видео выкладывала именно с ней, но здесь я тоже к нему вернулась. Эскизы я рисую 3 видов. Когда как? Когда мне удобнее, я рисую просто наметки, рамочки. Когда я хочу донести клиенту, как важна именно волосковая техника, чаще всего это с мужчинами, я долго и тщательно рисую эскизы. Тут было, вот, кстати, на видео сейчас, что было, что стало. Вот рамочка. Таким образом я тоже рисую. Я сейчас поставлю паузу, расскажу о ней. Так, увеличивать не буду. По сути, здесь тоже критериальные точки. Видите, центральная линия, равное расстояние от переносицы до начала брови. Бровь сама, тело брови поделено на 3 части, и хвост поделен на 2 части. Они относительно равные, для того, чтобы вы смогли замерить лево-право, для того, чтобы сравнить по симметрии. То есть это довольно просто, но это вообще непонятно для клиента. И если на полном доверии клиент соглашается с вами и ложится, и потом у вас получается все хорошо, то круто. А чаще всего клиенты говорят: я не понял. Я бы тоже, кстати, не согласилась, если бы на мне вот такое наметали и потом что-то бы нарисовали. Во-первых, непонятна ширина, да, кошмарный кошмар какой-то, огромная рамка, особенно с учетом того, что это были ниточки раньше. Кстати, прервусь и скажу тем, кто смотрит меня на ютубе, пожалуйста, пишите вопросы мне, только касающиеся вот этой вот работы, которую мы сегодня с вами обсуждаем, потому что я не буду отвечать ни про какие другие темы, чтобы у нас эфир не получился засоренным. Сейчас у меня уже пересох рот, я так много говорю, мне надо его смазать. Вот. Короче, так тоже можно, но это на чистом доверии клиента к мастеру. Смотрите. Второй вариант эскиза, это вот слева я нарисовала ей брови волосками, также тонким карандашом, остро заточенным, я прям набросала. Она когда увидела, она обалдела, неужели так бывает, у меня таких бровей даже в молодости не было. И, конечно, она сразу согласилась, но если вы не умеете делать волосковую технику, в таком виде эскиз показывать нельзя, потому что тогда растушевку клиент ваш делать откажется. Поэтому второй вариант, это как бы обычная
Форма та же самая. Посмотрите, насколько она по-разному выглядит. И вам это тоже полезно. Кстати, рисовать эскиз хорошо карандашами, которые приближены по цвету максимально к тому, что вы хотите передать. То есть, если вы знаете, что вы будете рисовать серенькие русые брови, и они заживут так, то рисуйте, допустим, черно-белым карандашом. Вы не знали, что такое есть? Только не пишите мне, где купить черно-белый карандаш. Обычным серым или черным карандашом, тонкими линиями, без нажима рисуйте либо тень, либо сам эскиз, чтобы было похоже на то, что получится. Если это будет каштан или брюнет, берите теплый коричневый насыщенный карандаш и рисуйте то, чтобы было похоже, чтобы как бы максимально показать вашему клиенту, что будет в окончании, когда сойдут корочки, потому что они чаще всего не понимают, как это будет выглядеть. Вот, так как я собиралась ей рисовать брови темным цветом, я взяла темно-коричневый карандаш, да что ж такое со мной, карандаш, и нарисовала ей вот такие брови. И работать я приступила, сейчас вот дальше покажу, по обычному, в который в конце рисовала эскиз. И, конечно, кстати, да, обязательно просите шевелить. Так, сейчас я здесь тоже поставлю паузу. Шевелить бровями, чтобы вы убедились, что важна вот эта вот площадка, что вы заняли ее своей брови. Площадка, на которой располагаются брови. Это как бы ниже морщинок, которые создаются, когда брови поднимаются. И, конечно, не дальше вот этих вот каких-то вот здесь вот еще тоже морщинок, если нет ботокса на лице. Так, ну что, как я фиксирую эскиз? Смотрите, я фиксирую эскиз во всю ширину брови. Это не значит, что бровь у меня будет такой же широкой, как я ее фиксирую. Почему? Потому что в волосковом методе подразумевается, что окончания волосков по всему периметру очень тонкие. И это значит, что она будет выглядеть гораздо легче, чем смотрится эскиз. Поэтому, наверное, тоже было бы неплохо рисовать таким образом, ну, не прям так грубо, как я вот на этом последнем нарисовала, но здесь уже клиентка видела все виды эскизов, и она была согласна, в принципе, на все, потому что у нее, как вы понимаете, до было все равно гораздо хуже. Даже если бы я пьяная рисовала, ей все равно было бы лучше, чем она рисовала себе, но такие не часто попадаются, которые совсем не умеют рисовать на своем лице. Как всегда, я фиксирую гелевой ручкой красной пилот J1. Точки я ставлю там же, где проходят наши критериальные точки. Ознакомиться с этим вебинаром вы сможете где-то по ссылке, он появится обязательно потом в записи. Вебинар о критериях качества, в котором я говорю много о критериальных точек. И зачем они? Для поиска симметрии, для отражения зеркального, когда вы рисуете схему, и для того, чтобы не творить чепуху на лицах вообще, в принципе. Там много и полезно. Так что посмотрите, если не видели. Едем дальше. Тут я немножко ускорю. Фиксирую я примерно на одинаковом расстоянии слева и справа. Количество точек одинаковое, потому что я потом буду рисовать волоски. Для тех, кто начинает работать в волосковом методе, это очень полезно. Вот именно вот эти точки расположить, например, на одинаковых местах. И вы можете начинать основные линии скелетные рисовать в одних и тех же точках, и тогда вы не потеряете их. Так, сразу предвосхищаю вопросы, чем я фиксирую. Это фиксирующая пудра. Она бывает разная. В основном это Essence. Вообще какая-то 100 рублей стоит. И намертво фиксирует в каком плане. Если вы мокрыми руками не поставите, то можно как угодно елозить по этой коже, не сотрется эскиз. То есть двойная защита. Во-первых, у меня красная ручка, которая до конца процедуры не сотрется, даже когда я буду промывать бровь уже, по которой я порисовала. И фиксирующая пудра для того, чтобы я ставила пальцы туда, куда мне удобно, а не только по краям, вот как когда-то давно, чтобы не затронуть эскиз. Едем дальше. Начинаю работать. Чаще всего я начинаю работать с хвоста. В хвосте самая тонкая кожа. Если я начну работать с хвоста, легчайшими прикосновениями, смотрите, я выбрала точку, начала от нее вести линию, и на другой брови я буду зеркалить эти движения, и это упростит очень сильно работу всем тем, кто начинает. На самом деле я уже очень давно работаю вообще без схем, я люблю работать без схем, но в самом начале, скорее всего, всем схемы очень помогут. И, кстати... Я выпускала в Инстаграм, у меня есть видео, как схемы отрисовывать, всякие разные, всем подходящие. Легчайшее прикосновение, которым я прикасаюсь к коже иглой, мне даже обратную вибрацию в кожу не дает. Когда со мной кто-то рядом стоит, и я показываю, как работаю, я говорю, поставь палец. Когда я веду первую линию, я сама не чувствую прикосновения. Я просто вижу, как появляется линия на коже, вот как бы сам рисунок появляется. Настолько легкие движения у меня, чтобы не заглубиться. Почему это важно? Потому что наши пигменты
очень кроющие. NE Pigments пигменты – это, по сути, такой могучий концентрат, которым вы можете работать очень легкими прикосновениями. Все будут у вас точки видны, все, не знаю, проходы будут сразу видны, все линии, которые вы проводите, будут сразу видны. И, в принципе, можно делать многие работы вообще с одного раза, с одного прохода. Прошел, стер, все, больше ничего делать не надо. В том числе, поэтому я говорю работать крайне осторожно, но это не потому, что какие-то опасные пигменты, а потому что они очень концентрированные. Это как взять акварель и развести ее очень сильно и провести по бумаге, да, и гуашь, и провести по бумаге. И получается совершенно две разные линии. Гуашь – это концентрированная краска, в ней белила для большей яркости. Акварель – это прозрачная краска на водной основе, водой разводящаяся, и она полупрозрачная. И как бы вот такая параллель, наверное, уместна немножко с нашими пигментами, потому что они очень концентрированные. Если вы боитесь или если вам нужна прозрачная работа, вы можете их разбавить. Чем разбавлять? Разбавлять, вот смотрите, у меня здесь стоит разбавитель. Почему не просто вода? Вы можете и просто водой для инъекции разбавлять тоже, вообще без проблем. Много лет я сама разбавляла ей. И как бы я потом поняла уже и перешла полностью на разбавитель, что... Так, у меня потух мак. Вы можете разбавить чуть ли не один к одному вообще. 5 капель воды, 5 капель пигмента. Да, будет полупрозрачный цвет. Вы положите его легко-легко полупрозрачно, но вы сможете работать, потому что здесь кроме воды есть еще глицерин там и что-то еще. То есть это не прям вода, это жидкость, но она не прям такая жидкая, как вода, и не поливает машинка, то есть капля, не, даже если висит, она не мешает работать, поэтому я полностью перешла со временем на разбавители, чего и вам советую. Так, что я здесь уже сделала? Я прорисовала скелетные волоски, видите, да? Опять все те же легкие прикосновения. Нажим я не меняю до середины тела брови. Если я проверила в хвосте, и у меня все легло отлично, я увидела, что цвет хороший, цвет красивый, коричневый, не холодный, значит, я с таким нажимом продолжаю работать до середины брови. Середины даже тела брови, потому что вот эта зона до излома и даже чуть дальше очень тонкая кожа, и я не советую начинать работать мастерам с головки, потому что по инерции почти все, я это наблюдала, когда у нас была сеть студий, я наблюдала за своими учениками, за теми, кто работает в студии, если начинать с головки, то 70% хвостов заглубленных получается и в растушевке, и в волосках тоже. Поэтому я много лет назад ввела правило работать только с хвоста, потому что если вы дойдете к головке с тем же самым нажимом, ничего страшного, у вас просто будет совсем прозрачно, либо ничего не видно. Это вообще не страшно. Если вы с хвоста с таким же нажимом дойдете с головки с таким же нажимом дойдете в хвост, то вы заглубитесь, и это будет уже поправимо только при помощи там лазера, либо ремувера какого-нибудь. Так, смотрите, я прорисовала скелетные волоски на правой брови и перешла на левую, ничего не стирая, ничего не трогая, причем даже не все прорисовала, я прорисовала основные в хвосте и в теле брови, и точно так же постоянно поглядывая, я переношу их на левую бровь. Кожа у меня натянута очень сильно. Обычно на видео это не видно, но посмотрите, когда я ставлю пальцы, я прикоснулась, натянула два следующих, другой руки поставила и еще в 2 стороны натянула. То есть в 3 стороны, как барабан, натянута постоянно кожа. Я видела, работают некоторые мастера, натягивая вот так всю бровь в длину. Я так не умею, может быть, у меня пальцы короткие просто, мне неудобно. Поэтому я всегда натягиваю только тот кусок, на котором работаю. А это обычно, где-то там, не знаю, до 2 сантиметров. То есть вот такой вот какой-то пятачок, на котором моим пальцем удобно стоять и удобно натягивать кожу. Я все еще иногда работаю сплошной линией на себя, от себя, но все чаще я работаю вот такими движениями, как вы сейчас видите на экране, то есть такие напыляющие на себя. То есть, по сути, это то же самое движение, как и сплошное, только короткими отрезками, которые находят каждый новый на предыдущий. И ваша задача отпрактиковать это движение. Если вы пройдете онлайн-курс «Волосок» полностью, то вы вообще без проблем сможете создавать вообще в принципе любое движение. И меня умиляют некоторые мастера, которые пишут: Лена просто начала работать по-другому, поэтому вывалила все свои там вот эти старые уроки. На самом деле, если вы пройдете их, то у вас получится вообще в принципе любое движение, которое можно придумать на коже. Любой машинкой у вас будет
полный контроль над пальцами, над машинкой, над пигментом, который вы вносите в кожу. Я не знаю, это как легкая атлетика, если вот он бегал, человек всегда, и он бегал просто там какие-нибудь многокилометровые эти кроссы, а тут ему надо, не знаю, прыгать через вот как это называется, когда они прыгают через какие-то эти барьеры. То есть ему это будет гораздо проще, чем мне, потому что он бегал много лет, и он тренированный, понимаете? А я там собью все эти барьеры, попадаю и вообще опозорюсь. Вот, это я к тому, что тренировки, которые, если вы пройдете вот на онлайн-курс «Мастер и волосок», вам помогут совершать абсолютно любое движение. И также я бесконечное количество раз уже выкладывала схемы всевозможные, и в онлайн-курсе «Волосок» схемы подробно разобранные есть. Если кто-то не знал и не видел, то вот на нашем YouTube-канале «Вперед из песней» просто вбивайте «Елена Нечаева татуаж» и подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы вы видели все напоминания и новые видео, которые выходят на нашем канале. Для того, чтобы, не знаю, опередить соседей, которые уже тоже подписаны и смотрят и узнают что-то раньше вас. Вот, что тут у нас? Я отзеркалила почти полностью левую и правую брови и начала заполнять. Что значит заполнять? Вспомогательные волоски, когда я говорю, это не значит, что они какие-то неправильные, как другие, или, может быть, более тонкие, или что-то такое. Они должны в идеале располагаться на той же глубине, что и все остальные. Просто дело в том, что прорисовав скелет, вы начинаете бровь заполнять в соответствии с тем, что вам нужно. Где вам нужна яркость максимальная. Например, по верхней части брови, чтобы создать лифтинг-эффект. Да? Или, например, в середине брови, чтобы бровь просто расположить на правильном месте. Или иногда бывают брови настолько высоко от глаза, что их надо опустить визуально. Да? Тогда вы вот этот эффект яркости максимальной создаете по нижней части тела брови и хвоста. То есть бровь находится на одном и том же месте, но располагая ее насыщенность максимальную на разной высоте, вы можете играть вот с этим вот ощущением, что бровь выше или ниже по отношению к глазу. Не все этим пользуются, все постоянно по старинке располагают насыщенность в середине четко, но имейте в виду, это очень полезно и правильно регулировать высоту таким образом. То есть бровь находится на площадке, на правильной площадке, ваш клиент пошевелил бровями, вы расположили ее правильно, но высоту регулируете уже насыщенностью. Насыщенность может быть достигнута разными способами. В середине брови вы прокладываете много вспомогательных волосков. Они довольно близко друг от друга находятся, и их издалека такое ощущение, что так много, что получается бровь какая-то более яркая, да? То есть в середине брови у вас, ну или там, где вы выбрали место акцента, много волосков, а по периметру, как положено, у вас их меньше, либо они на большем расстоянии находятся, либо они более тонкие. То есть второй вариант, плавно приходим к нему, это то, что вы не мельчите, не сводите с ума свои глаза, а в середине брови, там, где вам нужна, не буду говорить в середине брови, там, где вам нужна максимальная насыщенность, вы делаете просто более толстыми волоски. За счет того, что они более толстые, они выглядят более яркими, естественно. Вот, и таким образом вы тоже добиваетесь вот этой яркости в нужном вам месте. И третий вариант, это когда вы работаете пигментом, более ярким в середине. Такое тоже может быть, если вы разбавили, допустим, 2 капсы сделали, в одной разбавленный пигмент, в другой концентрированный. И первый проход сделали разбавленным пигментом, то есть у вас вся бровь зафиксирована полупрозрачно, а второй проход в середине вы сделали ярким цветом. И, то есть это может быть совершенно другой пигмент, более яркий, а может быть тот же самый, просто разбавленный. Это уже как вы сами решите, это зависит от цвета волос, от пожеланий яркости и так далее. В нашей линейке вы все, в принципе, пигменты можете таким образом использовать. И, как вы, наверное, замечали все, на голове нету одного цвета волос, да, всегда это какой-то перелив, любой, там, каштан, это брюнет, там, еще что-то, это если брюнет яркий, это от темного какого-то черного, синего до какого-то красного, красно-коричневого, то есть это такой некий диапазон цветов. На каждом вашем клиенте или на вас русые, это вообще там и серый, и теплый, и холодный, и светлый, и темный, все смешаны на волосах, выгоревшие и так далее. Поэтому смешивать несколько цветов в бровях
Конечно, можно. Просто делайте это с умом, чтобы не было такого, что, знаете, периметр четко одного цвета, а середина четко другого цвета, и цвета вообще даже не из одной оперы. Что значит не из одной оперы? Это значит, чтобы они не были, допустим, там один цвет у вас очень холодный, там с желтой основой, а другой очень теплый с красной основой. Эти цвета будут, ну, странно смотреться, если особенно вы их распределите такими, как бы, блоками. Так, что тут у нас дальше? Как вы видите, я постоянно... Дальше начинается монотонная работа, по сути. Волосковый метод это такая... Да, в принципе, наша работа, наверное, она для особенно усидчивых. Как я ставлю пальцы, вам всем, безусловно, видно. Видео это сохранится и на YouTube, и вы сможете его 100 раз пересмотреть. И также пальцы перепоставить, поэтому о постановке я не буду говорить. Только вы запомните, что... Кожа должна быть натянута. То есть, если кожа дряблая, особенно если когда это возрастная кожа, то ваша линия будет, если ее увеличить, то есть кожа, когда не натянута, она вот такая идет, мелкая какая-то, вся вот такая неровная. Когда кожа натянута, линия ложится проще гораздо. Поэтому я рекомендую хорошо натягивать кожу, какое бы движение вы не совершали. То есть, если это сплошное движение на себя, от себя, прерывистое на себя, туда-сюда растушевочное, в любом случае ляжет пигмент гораздо лучше, если кожа хорошо натянута. Каждые где-то 3-4-5 волосков я стираю. У меня очень часто в руке ватный диск, либо он лежит под рукой, у меня вазелин, чтобы хорошо с кожи стирался пигмент. Кожа должна быть чистая, вы должны контролировать каждый свой шаг. То есть у вас не может быть такого, что вы работаете вслепую, у вас там лежит какая-нибудь клякса пигмента, все грязно. Посмотрите, насколько чистое у меня место работы. Я привыкла работать так, потому что я люблю держать все под контролем. Работаю я вокруг головы, передвигаюсь, то есть слева, справа, из-за головы сижу, когда работаю в головках. Сейчас мы дойдем до этого. Так, я устала говорить. Ой, я такая несимпатичная снизу в Инстаграм, не буду туда смотреть. Так, сейчас я почитаю ваши комментарии и попью воды. А вы пишите мне свои комментарии, свои вопросы. Будут ли пигменты сертифицироваться в Европе? Ну, мы работаем над этим, но я думаю, это настолько сложно, что если даже и будут, то не скоро. Подскажите, как работать на апексах? Заметила, что если с первого раза волосок на апексе не лег, то уже хорошо пигмент и не ляжет. На коррекции вижу, что волоски размыты, больше похожи на пудру. Но чаще всего такую ошибку я наблюдаю, когда недостаточно натянута кожа. Во-первых, на изломах это часто мешает сделать надбровная дуга. Вы должны либо поднять на лоб, либо наоборот на надбровную дугу, если она ярко выражена, натянуть бровь именно на дугу, чтобы вот именно тот кусочек, на котором вы будете работать, хорошо был зафиксирован, не елозил, то есть все четко было и хорошо натянут. То есть вот эта вот линия, которую вы описываете, это как раз то, о чем я говорила. То есть она похожа на пудру, на растушевку именно. Потому что кожа не натянута достаточно хорошо, и у вас вот создается вот такая линия. Еще часто бывает такое из-за неправильной настройки или из-за аппарата, который не создан прямо вот для четких линий. В принципе, так как сейчас такая тенденция идет к тому, чтобы все линии уже были более мягкие, никаких прям супер четких линий особенно и не нужно, кроме как в головке, допустим. Волоски можно делать практически любыми аппаратами, вот, но линии в изломе, в теле брови, в хвосте брови и везде, в принципе, они получаются одинаково хороши, если вы хорошо натягиваете кожу. Поэтому имейте в виду. Какая была игла? Игла тут квадрон. Скорее всего, так как кожа тонкая, либо 0,25, либо... Не, 0,18 я вообще почти не работаю. На детях иногда работаю, на тонких кожах. 0,25 здесь игла, скорее всего. Для волосков лучше аппарат длинноход или короткоход. Можно работать и теми, и другими. Вот конкретно в моем случае я работаю аппаратом Белар. Я его крепко полюбила, но он короткоход, и у него очень маленький вылет иглы. Это вообще не мешает на людях, у которых нету волос. И это мне мешает на людях работать, у которых волоски, особенно если они рельефные, потому что, ну, я почти не вижу, где игла прикасается к коже, и в этих случаях я выбираю более длинноходный аппарат. На самом деле сейчас длинноходные аппараты, такие как Шайен Солтера, тот же самый Ксион, вот у меня он лежит за мной, не знаю, видно, вон он мой красавчик. Флакс у меня есть аппарат, они все длинноходы,
и ими работать тоже прекрасно можно. То есть раньше, когда говорили длинноход, подразумевалось, что игла настолько длинная, что она что так в конце вот так вибрирует. Но вот нынче вот эти все аппараты, они великолепно настроены, работать можно и теми, и другими. Короче, в итоге Белар и все короткоходы вместе с ним, они вроде как созданы для точных линий. Вот. Но абсолютно точно вам говорю, можно прекрасно работать и длинноходными машинками. Не понимаю, как вы натягиваете кожу, минимальная натяжка. Какая там минимальная натяжка? У нее кожа вообще там треснуть может в моменте, когда я ее натягиваю. У меня очень сильные пальцы, и когда я их натягиваю, именно работаю, натягиваю кожу, вот именно там, где... просто так кажется, что я нежненько ставлю руки, а там иногда у меня аж вмятины остаются на коже. Не там, где я работаю, а там, где я ставила пальцы, потому что я давлю и натягиваю. Одновременно вот с этим натягивающим, растягивающим движением я еще и сильно держу голову. То есть у меня вообще нет шансов, что клиент начнет там дергаться, отворачиваться от меня или что-то. Я привыкла фиксировать головы намертво вообще. Что и вам советую, потому что иногда они считают нужным повернуть и почесать нос, когда у тебя игла в коже. Они же часто не чувствуют. Поэтому максимальная фиксация клиента и прижать его голову к кушетке и натянуть хорошо кожу. Смотрите, когда я работаю в головках бровей, я сижу из-за головы. Я прям четко перед собой вижу две головки бровей. Если приподнимаю, то их приподнимаю, вытягиваю как бы на лоб одновременно, потому что я видела, когда я говорю, так, теперь сравни головки, где они находятся по отношению к глазам. И вот так мастер обучающийся берет и вот так вот одним пальцем натягивает. Вроде сразу две натянул, но неравномерно. То есть одна выше, одна ниже. Я говорю, подожди, как ты сейчас хочешь сравнить их по симметрии, если ты не симметрично, не синхронно их натянул. Поэтому следите за тем, чтобы вот это место было максимально симметричным. Вы должны натягивать кожу, и когда вы смотрите, где начать движение, где расположить волоски, вы должны натягивать кожу, подтягивать вверх тоже симметрично. И просите клиента приподнять подбородок для того, чтобы вам стало лучше видно то место, где вы прикасаетесь. Это здесь лоб удобный, вот такой, достаточно ровный. А бывает, надбровные дуги прям уходят как бы в глазницу, и начало волосков не видно. В таком случае вы можете прям вот так сильно поднять подбородок вашего клиента. Вообще рассматривайте как рабочую поверхность, а не как человека, потому что вам должно быть удобно и хорошо видно. Кстати, тоже, когда вы работаете в изломе, просите вот так прям сильно опустить клиента голову, чтобы поверхность вот эта вот, она чаще всего из-за надбровной дуги как бы уходит, когда вы работаете и не опускаете подбородок вашего клиента, она уходит, и вы не под 90 градусов входите в кожу. А это, это тоже дает вот эту неравномерную какую-то размытую линию. Поэтому в изломах просите опустить, когда вы работаете в теле брови или вот в этой части, по нижней части тела брови, просите приподнять слева и справа, когда вы работаете. Здесь тоже это видно. Я не то, что им говорю, я просто беру и опускаю, и поднимаю, потому что я не особо разговорчивая в процедуре, я та еще машина. Так, что тут у нас еще? Тут такая монотонная работа, то есть по заполнению, по приданию брови объема. Смотрите, одну бровь я оставила как эталонную, да, я рекомендую, вот эта процедура, она такая очень полезная для новичков в волосковой технике. Я не стираю левую бровь, прорисовав там скелет, для того, чтобы форма осталась мне четко видна, для того, чтобы я видела, где излом, где хвост заканчивается, где у меня головки начинаются. И почти полностью закончив одну бровь, я перехожу на вторую бровь уже работать. Именно потому, что если вдруг я где-то что-то потеряю, я посажу клиента и моментально найду вот эту симметрию, да. Просто что я обычно наблюдаю, когда мастера работают на обеих бровях. Если вы четкий, уверенный в себе мастер, то вы можете так делать. Но если вы новичок, вы можете на одной брови немножко отступить снизу, а на другой брови немножко поработать выше, чем надо сверху. И в итоге, когда вы садитесь, у вас настолько сильная асимметрия, которую уже почти не исправить, только очень сильно расширяя брови. Поэтому, не знаю, я бы не рекомендовала, наверное, работать новичкам сразу на двух бровях, либо постоянно следить за симметрией. Так, все те же самые движения, что на правой брови, я совершаю и на левой. Все те же самые заполняющие движения, постоянно сравниваю, потому что, в принципе, у мужчин, почему я еще люблю работать с мужчинами, там больше
больше какой-то живописности в бровях, да. Женщины хотят, чтобы было ровненько, симметричненько, чтобы все волосочки располагались там, под одним и тем же углом, в одном направлении, с одинаковыми расстояниями, чтобы все было четенько. А у мужчин, наоборот, можно сделать их такими рыхлыми, более живыми, что ли, объемными, ну вот, чем у женщин. Ну вот почему-то женщины любят вот эту излишнюю четкость линий. Не могу объяснить, почему. Ну вот обратите внимание, как сильно натянута кожа. Кто там мне писал, что нет. Смотрите, первое, что я делаю, это натягиваю, а потом уже прикасаюсь, когда кожа выровнена и натянута. И так я делаю с любой кожей, с мужской, с женской, с тонкой, толстой, со всякой. А еще один момент. Так как наши пигменты очень кроющими, ими легко переборщить с насыщенностью. У меня такие случаи были и не раз. Особенно, когда ты лежишь под лампами, клиент ваш под лампами, освещение лупит, и все выбеливает, анестезия к тому же, да, кажется, что еще маловато, ты добавляешь, потом садишься, и уже без этого лупящего света в лицо ты понимаешь, что ярковато. И иногда бывает такое, что и заживают ярковато. На самом деле, там минут 40-50, и работа в принципе закончена именно потому, что пигменты очень кроющие. Не стесняйтесь сажать вашего клиента, чтобы убедиться в сидячем положении, что ну, там вполне нормально по насыщенности, потому что остаток бывает очень большой. Там у нас есть чат по пигментам, куда присылают девочки остаток, там вообще прям было и зажило один в один, вообще идеально. Так, что я хотела еще вам сказать. По поводу анестезии. Брови должны находиться в одинаковом состоянии от анестезии. То есть они обе белые должны быть. Обе белые – это отдельное волшебство. Есть такой эксперимент, в YouTube можете найти его, вбейте «обе белые». Это про то, что… Это очень интересный эксперимент, ладно, не буду отвлекаться. Обе белые. Про общественное мнение, которое влияет на нас очень сильно. В конце процедуры я обычно езжу, мечусь с одной брови на другую, сравниваю их по насыщенности, просто уже там дорисовала, здесь дорисовала, то есть догоняюсь, чтобы они были одинаковыми. Если вдруг вы поработали на одной брови, да, перестали на ней работать, работаете долго на второй брови, она у вас под анестезией, а первая бровь, анестезия сошла, и она стала прям яркой, вы будете непроизвольно пытаться сделать эту еще ярче, еще ярче. Вот я именно об этом говорила. Они должны быть обе белые, то есть и левая и правая бровь белые от действия анестезии. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, у меня тут все опытные мастера, я уверена. Так, чтобы не было такого, что одна бровь ярче, одна бровь темнее. Кстати, иногда после заживления у некоторых мастеров так бывает не потому, что они там давили слишком сильно, да, им неудобно работать, допустим, а именно потому, что они вот эту ошибку совершали, и в конце процедуры как бы уже непонятно было, какая бровь насыщеннее, какая нет, потому что анестезия перестала работать. Я постоянно вижу, и это очень странно для меня, выставленные красные брови клиентов. То есть в конце процедуры нанесите анестезию на обе брови, чтобы кожа побелела и фотографии получились красивыми, потому что вот эти все красные, воспаленные, натертые брови, они никому не нравятся, и клиент сам себе не понравится, и ваше портфолио это тоже не украсит. Поэтому обе белые. Так. Для волосковой техники я всегда говорю брать теплый оттенок. Абсолютно верно. Особенно если вы начинаете, потому что, скорее всего, вы немножко заглубитесь. Так, можно ли сделать нормально волоски гиансаном? Можно любым аппаратом практически сделать нормально волоски, но гиансан я, в принципе, всем рекомендую выкинуть уже, потому что есть много очень хороших других аппаратов, а гиансан не стерилен. Им работать не экологично по отношению к клиенту. На какой скорости я работаю? Вот Беларом я работаю на скорости 6, где-то, ну, до 6,5. 6, 6,2. Я просто в процессе регулирую. Иногда забываю, всегда у меня стоит 6,2. Короче, примерно как-то так. Иглы Defender пробовала. Пока что, честно говоря, мне больше квадрона никто не понравился. Какой ваш пигмент ближе к графиту? Наверное, холодный русый. Самый близкий по цвету к такому благородному серому цвету. Холодный русый или теплый русый, если вы заглубитесь. То есть это зависит и от техники вашей работы. Если вы понимаете, что вам нужно работать полупрозрачно, если вы понимаете, что кожа перед вами
ну, скажем так, не тяжелая, где вам не надо будет долго работать, она не толстая какая-то вот такая, то вы должны взять либо нейтральный, ну, либо прохладный цвет, особенно если вас просят о сером цвете, потому что, ну, очень многие клиенты говорят, только не тепленький коричневенький, ненавижу его. Так. Боже, тут еще и кто-то смотрит в Инстаграм. Народ, ну вы че? Это ж неинтересно. Так. Для отработки купила хороший планшет и пен, не могу привести. Так. Вы знаете, планшет, на котором можно рисовать, он хорош для того, чтобы отрисовывать схемы на досуге, для того, чтобы рисовать на разных знаменитостях, допустим, там же брови им стереть и тут же сидеть рисовать, формы по симметрии выводить, подбирать формы к лицам, чтобы было красиво. Не для того, чтобы оттачивать штрих. Для этого вам нужна бумага и ручка, обычная шариковая, или карандаш, или машинка и латекс. Поэтому вот так. Кому не стоит делать волосковую технику? Каким кожам, наверное, вы имеете в виду? Вряд ли к каким мастерам. Кому не стоит делать? Я, наверное, не стала бы делать, знаете, кому? Тем, у кого ярко выраженные пучки. Не такие, как у меня. У меня можно было бы, потому что мои пучки, они так рассредоточены, и они почти не мешают, они прилегают к коже, такие нормальные. А есть такие пучки, как вот у мужчин часто, у женщин, к сожалению, такие тоже бывают. Они волоски толстые, жесткие, как пружина, и от кожи как бы торчат вертикально, перпендикулярно, что ли. Вот такие брови. Это вообще, конечно, пиши пропало. Наверное, с ними очень хорошо было бы поработать вот этими всеми средствами для укладки, потому что эти средства для укладки, я это видела, когда девочки это делали у меня на работе, они меняют структуру волоса, он становится более податливый, более мягкий, его можно уложить как хочешь. И вот такие брови я бы приводила в порядок именно таким образом. Вот я тут показываю, что надо садиться, проверять, везде все просматривать, тщательно по симметрии и ложиться, дорисовывать. Не стесняйтесь сажать вашего клиента. Хоть 100 раз за процедуру. Так, о чем я говорила? Наверное, ответила. Кому не стоит делать волосковую технику? Не. Ну вот, да, вот. То есть это даже не от кожи зависит. Я работаю на всех и на толстых, потому что у мужчин часто очень кожи прям действительно толстые. Я работаю на всех кожах волосками, лишь бы это не были вот такие рельефные волоски, с которыми очень тяжело. С ними, блин, даже растушевка некрасиво будет смотрится, но все равно лучше. Потому что просто насыщенности такой, какие эти волоски дают, добиться ну, сложно, потому что они очень рельефные, от них тени много, они вот так все сбиваются в кучу. Так, я заглубилась в изломах, учусь рисовать волоски, что делать лазером не удаляя, ремувером пока тоже. Не начинать работать на людях, пока вы не откатаете на латексе, потому что на латексе тоже видно, когда вы заглубляетесь. Если на плоском латексе вы отрисовываете идеальные схемы, они очень безупречно красивы, и вы видите, что вы не совершаете пробелов и заглублений, а на латексе, когда вы заглубляетесь, пигмент точно так же сереет почти на всех. Вот, если вы совершаете идеальную работу на латексе, тогда вы идете на клиента. Не надо спешить. Если вам даются онлайн-уроки, это значит, что надо сделать каждый урок по 100 раз. Вот реально, каждый урок, минимум 100 этих волосков, 5-10 латексов на каждый волосок. И тогда к концу вот этого онлайн-курса, который я вам дала бесплатно, заметьте, это не значит, что вы должны открыть каждый урок и с последнего начать и сразу на клиенте. Нет, у вас рука плохая, вам нельзя работать еще на клиентах. Вы просто должны тренироваться вместе с этими онлайн-курсами. Поэтому я уверена, что если вы учусь рисовать, лазера нет, ремувера нет, это значит, вы начинающий мастер, у вас ничего нету, и вы сразу полезли в волоски. Но это на ваше усмотрение. Оплачивайте клиенту, пусть идет на лазер кому-то, у кого он есть. Я работаю с анестезией, но без первичной анестезии. Кстати, первый проход абсолютно комфортный, и дети мне говорят, там, на 3, я говорю, слушай, там, дитё лежит 13-летнее, я говорю, на сколько по 10-бальной? Ой, ну на 3, и тут же захрапела, вообще уснула, там, ну, то есть, ваши прикосновения должны быть легкими, то есть, если вы делаете больно, если выступает сукровица или, не дай боже, кровь, это значит, вы заглубляетесь. Такого быть в принципе не должно. Ну, прям вот серьезно, на сухую работаю практически, особенно на первом проходе. Поэтому имейте в виду.
Так, на Шайен Солтера на какой скорости примерно? Я думаю, что я вам не могу сказать, на какой скорости, потому что я не знаю, в каком движении вы работаете, с какой скоростью руки вы работаете. Это зависит от вашей скорости, вот этого движения руки, понимаете? То есть вот с моей скоростью на Шайене я работала где-то на 7, на 7,5. Но я давно уже не работала на Шайене, если честно. Он лежит у меня, отдыхает. Так. Что дальше? То, что близко друг к другу волоски, они не расплывутся ли они после заживления. Открою вам вселенскую тайну. Волоски практически не плывут, если вы не повредили кожу вокруг них. Если вы распахали вот так вот кожу и сделали ее как фарш, то любой волосок поплывет. Если вы работали точно там, где вам нужно, то ничего там не поплывет. И в некоторых местах, если волоски плывут, это даже хорошо, они создают таким образом объем. Вот. И я наблюдаю волоски и спустя год, и полтора, и два, и они бледнеют, но не плывут. А если я там перемесила что-то, экспериментировала, какую-нибудь растушевку добавляла, то плывут, да. Поэтому это зависит от техники. В какой момент вы наносите анестезию? Анестезию я наношу, когда сделаю первый проход полностью, ну, как бы прорисую всю схему, вспомогательные волоски, наношу анестезию, чтобы кожа побелела и мне стало лучше видно. Даже не для того, чтобы обезболить, а для того, чтобы стало еще лучше видно. Так, какие из ваших пигментов подходят для волоска? Я еще раз говорю, они подходят в принципе все, но выбирать нужно теплые. Это зависит от того, что, знаете как, не то что от того, что это потому что вы, скорее всего, немного заглубитесь. Я заглубляюсь иногда тоже, поэтому если вы начинающий мастер и только собираетесь осваивать волоски, берите всегда теплые пигменты, потому что, по сути, наша линейка, то есть я, знаете как, я... С самого начала, наверное, на второй месяц работы своей, 8 или 9 лет назад, я начала работать, пробовать волоски делать. И вот с тех пор я их и делаю. И вот эта линейка, она в принципе создавалась под волосковую технику. И все теплые пигменты, это шатен. Его можете вы использовать на многих клиентах, на самом деле. В волосковой технике он заживает красивым таким ржаво-коричневым цветом в волосках. Вы можете его использовать на рыжих клиентах, на очень теплых русых, когда им прям вот что-то надо такое, знаете, ну, когда теплый цвет русый волос настолько теплый, что он такой ближе к шатену уже куда-то стремится. Вы можете его использовать как корректор. Теплый русый цвет, он вообще очень классный, очень универсальный. И им можно, если вы вдруг заглубитесь теплым русым на ком-то таком, вот когда же это женщина, то это может выглядеть вполне себе и красиво, потому что... Так, тут близилось к концу уже, да? Сейчас я поставлю на паузу. Потому что, когда он заглубленный, он выглядит очень красивым, благородным, таким серо-коричневым цветом. И это не значит, что надо заглубляться. Но это я к тому, что если вдруг вы где-то в серединке брови заглубитесь, где вы усердно работали, делали ярче, да, это не критически страшно. Это выглядит красиво все равно. Просто вы должны понимать, что в тех местах, где вы заглубляетесь, пигмент будет дольше лежать. То есть края уйдут, середина или где вы заглубились останется на подольше, потому что вы просто ушли в другой слой кожи. Понятно, да? Так, сейчас я вернусь на YouTube. Так, что тут у нас еще без анестезии для волоска? Я сказала про русый, теплый каштан и теплый брюнет. Соответственно, работать теплым брюнетом на всех темных, на ярких каштановых и на брюнетах. Теплым каштаном вы работаете, тоже диапазон большой. Вы от насыщенных таких русых, знаете, бывает темный русый цвет, вот от них начиная и заканчивая прям насыщенными темно-каштановыми волосами, то есть вот этот весь диапазон вы можете захватить. Есть еще блондинки, которые сами на самом деле брюнетки, такие вот, как я примерно, когда брови и глаза и все яркое, а волосы белые, да, и волоски на бровях тоже яркие. То есть, конечно, на них вы тоже работаете либо каштаном, либо русым, но как бы довольно ярко. Все цвета яркие, все кроющие, то есть сказать, что русый это для блондинов, нет. Если вы хотите работать им на блондинов, то вы можете добавить или желтый корректор, чтобы осветлить и еще теплее сделать, да, или разбавить его сильно водой, что даст вам возможность сэкономить не кисло, потому что
Короче, у вас есть два варианта работы светлым цветом. Либо вы работаете прозрачно, это когда волоски как паутинка, либо их нету. Либо если волоски яркие, но вам надо довольно светло поработать, тогда вы разбавляете пигмент, и у вас получится он не такой как бы яркий, но оттенок подходящий вот этому светлому типажу, как русый или блондин, или вот из этой оперы все люди. Поэтому вот такие вот я делаю предположения. Кстати, вот эта вся легкая поверхностная техника, которой я работаю, да, когда пальцы даже почти не ощущают прикосновения иглы кожи, даже если ты вот так работаешь, она именно для наших вот этих вот концентрированных пигментов, которые остаются прям, ну, сразу и хорошо видны, и заживают также ярко. Ну, почему я ушла от всех пигментов типа аквы? Потому что, во-первых, ты работаешь дольше, во-вторых, им нужна другая техника, то есть надо более точно работать, прям более кропотливо, потому что они не позволяют проложить линию с одного раза. Ну, она такая неконцентрированная аква. И самое плохое, что произошло, когда я ими работала, это когда начали приходить через где-то там месяцев 8-10 мои клиенты с красными бровями. Все прекрасные оттенки красного, малинового, оранжевого, то есть на людях с аллопециях это вообще как шрамирование выглядело. Я, когда первый раз увидела мужчину с красными бровями своего, я подумала, что я там ему просто там кожу так распанахала или что, потом села разглядывать, поняла, что это просто аква стала через красный цвет уходить. Именно этого лишены наши пигменты, то есть они либо вообще не меняют оттенок, уходя, либо, если вы заглубились, они уходят немножко серее выглядят, но это в том случае, если вы заглубились. То есть, знаете как, вы должны понимать, что вот эти цвета все, в принципе, наши, они не меняются, то есть он не может изменить свой химический состав, находясь в коже, и начать выглядеть, не знаю, серее там буквально через месяц особенно, да, они просто лежат глубже, и за счет эффекта Тиндаля они выглядят холоднее. Почему брови спустя полгода примерно могут посереть? Потому что вот этот слой, который закрывал и в котором лежал правильный цвет пигмента, он ушел, кожа обновилась, и он ушел, и открылся, сверху стал цвет, ну, кожи свой обычный, прозрачный, и остался пигмент только тот, который там в глубине, тот, который заглубленный. И он выглядит серым, потому что большая глубина. То есть, если вы даже, я не знаю, с чем сравнить, то есть я об этом говорила в своей колористике. Смотрите, вот у меня там, или вот на мое лицо посмотрите, у меня лицо вот одного цвета, когда я сквозь прозрачный пластик показываю вам свое лицо, оно выглядит более холодным. Правильно? Выглядит же? Да, оно более сизым, серым смотрится. То же самое также точно меняет кожа, цвет пигмента. Поэтому пигмент не меняет свою как бы физическую вот эту вот формулу, находясь в коже. Просто кожа искажает его, отраженный солнце свет, который отражается от пигмента, к нам в глаза попадает через фильтр, вот этот, который меняет пигмент. Поэтому даже когда, знаете, меня умиляют, когда пишут: посмотрите, я поработала так прозрачно, а он зажил серым. Я все время говорю: да блин, но даже если между вашими точками большое расстояние, это не значит, что вы поработали легко и прозрачно. Это значит, что вы давили сильно, но ваша игла настроена, машинка, таким образом, что между точками большое расстояние. И бровь смотрится рыхлой, полупрозрачной, но на самом деле каждая точка – это заглубление. Поэтому я всегда говорю: настраивайте свои машинки так, чтобы не заглубляться, чтобы не давить слишком сильно, чтобы вы работали максимально поверхностно. Вот. И наши пигменты не уходят через красный цвет, это абсолютно точно, совершенно точно. То есть они либо бледнеют, если вы правильно поработали, и вообще не меняют себя внешне, как бы просто бледнеют, либо немножко серее выглядят, если вы заглубились. Имейте в виду. Так, ну что тут у нас? Посмотрим, как она вертит головой. Вот такие брови получились. По мне, так можно было бы еще расширить и хвосты удлинить, но вы помните, какие у нее были закорючки, для нее и это было чрезвычайно широко, она боялась. Но теперь уже, я думаю, когда я ее выдерну еще раз, я поработаю уже и пошире, и поярче. Сейчас я покажу эти брови зажившими, как она мне прислала. Да, я заставляю шевелить клиентов всех. Так, как мне отсюда выйти? Телеграм, избранное. Смотрите, полюбуйтесь. Так, что тут у нас? Вот она тут мне поприсылала. То есть вот они зажившие. Коррекцию я не делала. Они, ну, все волоски на месте. Причем она прислала мне эти брови спустя, не знаю, месяца 4, наверное, я от нее добилась. Один раз она мне прислала их, то есть вот здесь вот еще ближе видно.
Здесь есть что поработать на коррекции. Но, как вы видите, они просто как бы немножко изменили оттенок, но каждый волосок остался там же на месте. Но это плюс еще кожа сухая. Так, вот здесь у нас сходят корочки. Она присылала мне фотографии, когда еще местами держались корочки. То есть видно, да? Что я могу сказать? Что мы делаем на коррекции? В зависимости от того, что хочет ваш клиент, вы просто можете по каждому волоску пройтись еще раз, чуть-чуть ярче сделать. Можете добавить новых, можете прорисовать пересечения какие-то более интересные, потому что, ну, как бы вот эта бровь позволяет сделать уже все, что угодно. Если на той процедуре еще чаще их нарисовать я не могла, или как бы я боялась в то время, это, кстати, довольно старое видео, я... Наверное, уже с год назад его снимала, просто оно у меня в архиве лежит. Я сейчас выгребаю все свои архивы, все это видео, которое она снимала, и вот каждую неделю буду вам показывать вот что-то такое интересное, всякие старые работы. То есть вам все это будет полезно. Почему я решила их не удалять? Потому что я там совершала какие-то ошибки, которые сама даже проанализировав в прямом эфире, вам помогу, потому что вы их совершите тоже обязательно, проходя заново. Все это. Ну, как бы оттенок пигмента, вы видите, да, он абсолютно нормальный, он ей по цвету подходит. Ярче она, в принципе, и не хотела уже, потому что, ну, как бы, ее это вполне устраивало. Но я думаю, что я ее все-таки выдерну обязательно для того, чтобы снять нормально, потому что, ну, она мне наснимала, конечно, так себе. Но, тем не менее, видно, да, освещение не очень хорошее, тем не менее, видно, что каждая волосиночка, которую я рисовала, на месте. Просто ушла краснота, потому что я сейчас опять вернусь, покажу ее, так, наверное, вот здесь. Смотрите. Здесь видно, да, что как бы какая-то краснота есть, но эта краснота, она от кожи появляется, кожа все-таки травмированная, несмотря на анестезию, некая краснота, это потому что просто, ну, это по сути царапина. Поэтому, где тут у нас эти... Вот, видите, то есть вот одна и та же бровь, все до единой волосинки на месте, просто цвет стал красивого такого оттенка, который приемлем на лице. Понимаете, да? Так. Получается, что текстурированные иглы – это подарок для волосковой техники. Короче, про текстурированные иглы я не знаю. Одни очень опытные мастера говорят, что это полная ерунда. Другие мастера говорят, что это класс-класс. Я, честно говоря, работаю обычными иглами уже давно. Когда-то мне показалось тоже. Может быть, я была под влиянием авторитетов каких-то. Мне показалось, вау, как они классно работают. Потом я их отбросила почему-то. Видимо, мне что-то перестало нравиться. Я уже и не помню. Поэтому, ну, если у вас получается работать текстурой и ложится все круче, ну и продолжайте работать. Так. Можно ли поправить свою работу через двое суток после процедуры? Ну, не вижу смысла, там уже начали корочки образовываться, вы просто испортите все то, что у вас там сделано было до этого. Не ведитесь на поводу у клиентов, не давайте им собой, как бы это, руководить. Когда все заживет, все изменится, и вы сможете поправить на коррекции. Она для этого как раз и нужна. Как ухаживать клиенту за волосками после процедуры? Абсолютно такой же уход. В день процедуры моются с мылом тщательно брови, чтобы смыть сукровицу и пигмент, который кожа вытолкнула. Со следующего дня полностью на сухую, пока корочки не шелушатся. На сухой коже это может быть и 10, и 15 дней. Все это время нельзя мочить зону бровей. На нормальной жирной коже это обычно 7, там, может 10 дней максимум. Если сошли корочки раньше, это значит, ваш клиент их размочил, и значит, он испортил вашу работу. Так что имейте в виду. Так. Отрисовываю эскиз темным карандашом. 95 клиентов пугаются широко и ярко. Разъясняю, что это много света, карандаша, чем он толще. Та-та-та-та-та. Как рисовать эскиз более реалистично. Я могу черным карандашом нарисовать легчайший эскиз. И волосковый, и теневой, любой. Вы это регулируете, насыщенность, давлением просто на карандаш. Вы можете просто, наверное, вам нужно купить более сухой карандаш, если у вас получается слишком яркие эскизы, и рисовать сухим, потому что он не оставляет такой яркий след. Ну, это, наверное, просто практика. Как научиться? Практикуясь. Все просто.
Как вы ставите локти, чтобы зафиксировать свою руку и спину? Локти я обычно ставлю вот так, рядом с головой на кушетке. Я отодвигаю, как назвать свою задницу прилично? Я отодвигаюсь максимально назад, чтобы спина была прямая. Знаете, некоторые мастера сидят, стул близко к кушетке, и вот такая изогнутая спина, позвоночник вот так изогнутый, чтобы быть ниже. Я просто отклячиваю задницу далеко, отъезжаю далеко, выпрямляю иногда ноги напрямую вообще, и вот так вот сижу и работаю, чтобы мне было хорошо видно. То есть мне вообще фиолетово, как я выгляжу со стороны, или как там удобно или неудобно клиенту. Мне главное, чтобы было удобно мне, и моя спина не погибла. А руки, да, я фиксирую на столе. Особенно в волосковом методе, особенно когда вам нужны четкие линии. Когда у вас линии вот такие вот какие-то растушевочные, потому что волоски рисуются разными линиями. Это может быть и такая идеальная линия, и возвратно-поступательная линия, и напыляющая линия, и прям вот такая растушевочная линия. Это зависит от, как бы постановка рук зависит от того, какую технику вы используете. Спасибо за комплименты. Что-то их мало. Так, какие особенности работы с жирной кожей? Когда будет жирная кожа, тогда об этом и поговорим. Сегодня у нас сухая кожа, возрастная сухая кожа. По ней вот, кстати, видно, смотрите, видите, она какая-то вся вот даже в ненатянутом состоянии, она мелко морщинистая. То есть сухую кожу, особенно возрастную, отличается вот этот мелко морщинистый тип старения. А жирная, плотная кожа, это бывают вот такие лица, знаете, прям... Вот она пластами как бы обвисает, вот эти бульдожьи щеки и прочее, но морщин нету. То есть как отличить? Ну и плюс вы просто понимаете вот этим защипом, когда прищипываете кожу, вы понимаете, что она толстая, а это вот очень тоненькая прищип. Ну вот таким образом. Ну что, наш вебинар был нормально. Я думала, я в полчаса уложусь, а я больше часа трепалась. Что я могу сказать? Покупайте наши пигменты. Я все это делаю для того, чтобы вы меня любили еще больше, покупали мои пигменты. Я зарабатываю теперь не на вебинарах. Я всю информацию вам даю бесплатно. Поэтому покупайте пигменты. Если вы сомневаетесь, и вы никогда их не пробовали, такими пигментами яркими, кроющими не работали, покупайте пробники, пробуйте, набирайте модели, не пробуйте на клиентах сразу, привыкнув работать вот так вот глубоко, допустим, какими-то другими прозрачными пигментами, не кроющими, вы можете наделать ошибок. Поэтому возьмите, скажите, у меня офигенные пигменты, самые классные на свете, я вот их купила, а ну как только ко мне пойдет модели вообще бесплатно, да вам толпа набежит, еще подружек с собой приведет, напрактикуйтесь вот так вдоволь. Не делайте это на постоянных, на дорогих клиентах, когда вы переходите с чего-то на что-то, то есть даже если вы новую машинку используете, возьмите парочку моделей, это лайфхак на самом деле. Вот, как заказать пигменты, по ссылке вот в этом видео, в описании будет ссылка, по ссылке вы можете перейти, в любую точку мира мы пигменты доставляем бесплатно, даже если вы один пробник закажете, ну как бы, когда придет вам один пробник, вы им попробуйте, скажете, вау, мне постоянно пишут, вау, какие классные результаты, я так рада, теперь буду ждать, когда придут остальные, блин, ну вы чё? Даже я вам больше скажу, если вы только как бы начинаете работать нашими пигментами, просто купите теплый русый, теплый каштан и, допустим, шатен для того, чтобы корректировать какие-нибудь работы. И вы этими пигментами сможете работать и в растушевках, и в волосках, и вообще во всем что угодно, чтобы попробовать. Поэтому как бы пробник, ну пробник это пробник, это мало, это буквально на 2 процедуры. Поэтому имейте в виду, вы сразу в них влюбитесь, наши пигменты. Как же иначе? Вот, но потом придется ждать, пока вам придет опять доставка. Ну и все, в принципе, я закончила. Всем спасибо, что вы со мной сегодня тут этот целый час провели. Вопросов нету, только тут всякие... Так, будет ли вебинар волосок в технике напыления? Будет! И будут и мужские брови, и женские брови, и детские брови, и стрёмные брови, и прекрасные брови, и будут тени, и стрелки, и растушевки, губы, короче, все будет, так как теперь мое направление это пигменты, будет вообще абсолютно все. А так как пигменты офигенные, по моим вот этим онлайн-курсам, то я, кстати, сейчас записываю бесплатный онлайн опять курс, новый, просто обновленный, более качественный он будет, с качественной съемкой там и всем прочим. Для того, чтобы в нашей онлайн-академии абсолютно бесплатно вы научились работать нашим пигментом. Ну, потому что мы производители, мы должны научить вас работать нашим продуктом. Все. Всем спасибо. Всем пока. Юрий, отключайте меня.